Денис будет выполнять роль начальника в какой-то компании. Любой, это может быть ресторан, кафе, школа, на любой работе, типа пожарные, полиция, все что угодно. Он нас отчитывает. Наша задача будет говорить только на одну букву. Букву будет называть человек, который хорошо знает буквы. А кто-то может выйти и попробовать с нами на эту букву тоже пообщаться. Не хотите попробовать? Ничего такого сложного, вам задача будет пытаться отвечать на одну букву. Вы даже можете курить айкос при этом. Давайте поаплодируем. Сергей. Давайте погрузимся в какую-то ситуацию. Где, по сути, на какой работе это будет начальник? Коммунальное предприятие. Ну хорошо, тогда давайте под ваши аплодисменты. Так, буква. Добрый вечер. Ой. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну я так и понял, просто по-другому не можете разговаривать. Добрый вечер. Вы можете просто правильно выговаривать буквы. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, простите? Богдан. Богдан. Смотрите, вы пришли к нам на работу устраиваться, я правильно понимаю? Вы филолог по образованию, учитель английского языка. Бразильского. Да, я понял, вы с интеллектом не дружите. Болгарского. Бразильский, болгарский язык. Итак, замечательно, у вас два языка, бразильский и болгарский. И, по-болгарскому у вас... Бинго, да. Бинго. Так, смотрите, Богдан, значит, нам бразильский переводчик не нужен, тем более, что такого языка нет. Болгарский, пока тоже. Что вы умеете делать? Вот представьте, допустим, вот прорвало теплотрассу, говно льется. Ваши действия. Бежать. Я думаю, мы берем человека с таким резюме. Это идеальный подход. Итак, льется дерьмо, вы бежите. Смотрите, вы бежите вдоль этой трассы. Но проблема в том, что ее надо починить. Ваши действия. Бегу быстрее. Беру бухач, бухаю. Мы вас берем, пожалуйста, на повышение квалификации. Буква. Ж. У нас, конечно, в принципе, малолеток не берут, ну да ладно. Как вас зовут? Женя. Хорошо. Женя, ржавый будешь. Короче, Женя, сколько тебе лет? Жизнь жил. Дед какой-то пришел. Жизнь. Ты с дедом жил всю жизнь или что? Ладно, хорошо. Скажи, на какую ты должность претендуешь? Жарить. Тебе вот туда вот место, где красные шторы. Жарить женщин в ЖКХ? Жестко. Ты видел женщин в ЖКХ? Там реально слово «жарить». Они жаркие. Они жаркие. Ладно, не хочу никого не обидеть, ладно. Короче, смотри, нам не нужно, жиголо нам не нужен. Понимаешь? Нам нужен человек. Вот смотри, вот есть человек, вот был только что Богдан, вот он умеет бегать от дерьма, которое проливается из... Жесть. Да. Что ты можешь... Вот представь ситуацию, давай так, вот представь, гипотетически. Ты вот идешь по улице, все хорошо, все отлично, вот пожар, твои действия. Жечь. Нет, нелогично. Наоборот, жарить женщин. Я понял. Ну, у тебя на все ответ жарить. Понятно, тебе 18 лет. Тебе скажешь, перейти улицу, жарить женщин. Ладно, я подумаю, может, ты мусор будешь убирать за мной. Но пока другой работы для тебя нет. Давай, шуруй в конец. Так. Т? Не подсказывай, потому что он имен не знает. Подсказали, что вас Тимофей зовут. Как вас зовут? Толик. Толик. Похоже. Смотрите, Тарзан. Толик Тарзан. Толик Тарзан. По костюму слоника я так и понял. Точно. Толик, я вас не вызывал. Короче так, Толик, смотрите, какая тема. Скажите, а вы где учились? Техникум, я понял. В Танзании. Значит, смотрите, Толик, нам нужны люди, которые вот, на все руки мастера. Вот, и чтобы там починить сантехнику. Вы как с сантехникой? Вот. Только так. Только так, я понял. Трубы когда горят, да, вас вызывать. Смотрите, вообще, вот кем вы себя видите через 5 лет? Трансвеститом.
своим... Моим? Мне кажется, собеседование закончилось. Просто у меня есть. Твоим, дочка. Ой. Не, смотри, Толик, так не покатит. Так не покатит, потому что тут пришел один женщин жарить. ЖКХ номер 1, на секундочку. Короче, у нас есть... Тебя. Спасибо. У нас есть в жилстрое вакансия прораба. Как тебе такое? Какое? Такое. А кем бы ты хотел быть через 5 лет? Ну только не моим, а вообще. Типом. Типом? Челочкой, может быть. Я не знаю. Тапком. Смотрите, тут уже столько приколов. Ты просто, наслаждайся. Ладно, давай так, я тебе... В тапках. Типом в тапках. Тюбиком, может быть, смотри. Я не знаю, кем ты себя сейчас позиционируешь. Смотри, короче, у тебя есть время подумать. У тебя есть время подумать, кем бы ты был бы полезен в ЖКХ в жилстрой 1. Толкатель тягача. Да, у нас как раз такой позиции нету. Все, давай поаплодируем Толику, следующий. Так. Буква. О. Смотрите, Богдан. Да. Очко, да. Богдан Очко. Какая фамилия? Очкоченко. Очко, Богдан Очко. Очко. Широкий. Украинская фамилия, получается, Очко. Это понятно. Смотрите, Богдан, вы из всех вот этих вот людей были действительно единственным профессионалом, потому что сказали, когда течет говно, надо бежать. Это правильный подход. Хорошо, смотрите, вот вы когда можете приступить к делу? Потому что у нас вот непочатый край работы. Кроме дерьма, вот от чего бы еще бежали вы, вот скажите? От окулиста. С этим, от окулины. От окулины, я понял. От оркестра. От оркестра. Слушайте, смотрите, а как вы построите вообще? Шпаклевать? Отделочную. Отделаю. Отделочное отделаю? Но вы... Отбеливание. Это на бразильском или что? Отжаривать. Отжарить. Да что ж такое? Отпарить. Я не пойму, в ЖКХ... Отфотографировать. Что там за ошибка была написана в объявлении? Отбежать, отскочить. От. От, в смысле. Потом да. Ад через букву О. От. Ладно, хорошо, Богдан, смотрите. Точно такой же вопрос, точно как и к Толику. Вот кем вы себя видите через 5 лет? Только не моей. Отбивной олень. Вы хотите быть отбивным оленем? О-о. Да. Смотрите, но если вы будете влазить... Альфа-френ. Вот, это ближе уже. Это похоже. Если вы будете лазить пальчиками в 220, вы будете отбивным оленем. Если что, сможете починить нам там проблемы с электрикой какие-нибудь, допустим, вырубится свет? Отменно. Замечательно. Давайте поаплодируем Богдану, он принят на работу. Р. Я картавый. Ты отжарил там от кого-то там отжарил? Рискнул. Так. Ой, как тебя зовут? Я забыл. Ржавый гвоздь, похож. Ренат Ржавый, я помню. Смотри, вот что бы ты такого сделал в Харькове, как бы ты его облагородил? Вот что бы такого прикольного ты сделал? Разломал. Продолжай. Разломал Рената. Разломал Рената? Разломал Рената. Я не понимаю, ты чей-то сын, что ты пришел на собеседование? Хорошо, давай так, что тебе больше всего нравится в Харькове? Розы, хорошо. То есть ты бы облагородил Харьков, сделал бы букет роз? Розовых. Замечательно, прекрасно. Я думаю, что у нас клуб много, там на Гагарина, вот как раз ждет тебя твоя работа. Давайте поаплодируем Ржавому гвоздю. Так, и последняя буква. К. Так, Костян. Пусть будет тебя зовут Костян. Тот же самый вопрос. Вот что тебе больше нравится в нашем городе? Каналы и клумбы. Колодец. Колодец. Каналы и клумбы. Канатная дорога. Нравится? Канатная дорога нет. Блин, а вот если тебе дали реально тоже возможность такую, ты был бы архитектором нашего города, что бы ты такого крутого бы сделал в Харькове? Чего не хватает? Куни. Кого? Кого? Я не услышал. Куни?
Куникулера не хватает. Ты бы сделал куникулер? Куникулер? Да. Если не я ведущий. Девчонки, если я ведущий. Слушай, была бы предвыборная кампания. Вот у тебя... Кинул куст каждому коню, нормально? Кинул куст каждому коню? Ну, во-первых, у тебя куст. Да, а во-вторых, почему конь? Они хотя бы не, ну, конина какая-нибудь, лошадь, кобыла хотя бы, ну. Ой, ладно, не, ну подожди. А какой бы ты памятник поставил в Харькове, вот если была бы тебе такая возможность? Я знаю кому, на букву К. Ага. Кому? Кому? Кернес. Кернесу. Ну, кирпичу. Кирпичу? Красивый! Представляете, ну ты степ. Красный кирпич, красиво. На въезде, да, такой красный кирпич. Замечательно, слушай. И на выезде. Слушай, ну хорошо, ну допустим, я тебя возьму на работу, ты сделаешь этот памятник, но там будет подпись, что это сделал Костя. Да, у него, и там будет написано, он изначально хотел сделать куникулер. Конченый Костя хотел сделать куникулер, но дали ему сделать только кирпич. Ладно, ваши аплодисменты